Reanimal. Игра от разработчиков горячо любимой первой и второй части Little Nightmares. От творцов, что подарили нам такой мрачный, сюрреалистичный и загадочный мир, наполненный жуткими монстрами и темными пейзажами. Это игра, которую вы не поняли, которую не понял никто, но никогда не поздно сделать шаг навстречу художнику, заглянуть в его голову, постараться приоткрыть завесу тайны, сделать смелое предположение, теорию, если угодно. Чем я и займусь в этом видео. Первое, с чего стоит начать – парадигма. Слово заумное и многозначительное, но для нас с вами сегодня фундаментальное. Предыдущие игры Treasure Studios имели возрастной рейтинг T, и что более важно, были погружены в собственный мир темной сказки, работающий по своим правилам, следующий своему канону. В этот раз в наших руках серьезная история с рейтингом M, и как бы она ни притворялась фантастическим сюжетом, она неотрывно связана с реальностью, в которой живет каждый из нас. Reanimal, будто кривое зеркало, отражает ужасы реального мира, порождая поистине кошмарные образы. Слово, что содрогает каждого, синоним бесконтрольного хаоса, ужаса и череды бесчеловечных поступков. История Reanimal начинается не на наших с вами экранах, а в 1939 году в Европе. Пожар, охвативший тогда Землю, зовется Второй мировой войной. В языках его пламени погибло бесчисленное множество людей, загублено невообразимое число надежд и мечтаний, сломано тысячи судеб. Самое страшное в этом акте террора заключалось даже не в его природе, а в том, что гнев и жестокость стали повседневностью. Они стали неотъемлемой частью жизни людей того времени. Среди всего этого ада приходилось жить не только взрослым, что избрали этот путь, но и детям, что стали жертвой обстоятельств. События игры разворачиваются в мире, который больше напоминает лоскутное одеяло, сшитое из кошмаров и детских страхов. Центральным мотивом, сценой, холстом для этого пейзажа выступает Великобритания времен 40-х годов. Лондон тогда страдал под ударами немецких бомбардировок. Сотни домов были разрушены, сотни жизней были сломаны. Только представьте, каково это – видеть соседские дома в тлеющих руинах, идти по знакомым с детства улицам, смотреть на небо с опаской, застрявшей в сердце будто ком в горле, а по ночам слышны сирены и молитвы полушепотом. Лишь бы не мой дом. В таком мире жили люди, в таком мире росли дети. Желая лишь блага, родители отправляли их куда угодно, подальше от Лондона, подальше от кошмара, в котором они жили, подальше от ужасов войны. Так появились известные «Дети войны». И термин этот ключевой для понимания событий игры. В одном из первых трейлеров можно услышать успокаивающий детский голос на фоне происходящих событий. To you living in new surroundings, we send a message of truth. И неспроста. Это реальное радиообращение тогда еще принцессы Великобритании Элизабет. В самое тяжелое время для страны, в 1940 году, во время Блица. Обращение было частью передачи «Детский час» на BBC. Его главной целью было поднять боевой дух детей, разлученных с родителями, выразить поддержку тем, кто остался в эвакуации, оказался вдалеке от дома, за океаном. На события 40-х годов отсылает и самое начало игры. Брат с сестрой прибывают на остров, где их встречает песчаный берег, усыпанный чемоданами. Во время эвакуации детей из Лондона им разрешалось взять с собой лишь один – маленький чемоданчик с личными вещами. Чудовища,
жаждущие плоти и крови, пожирающие и разрушающие все на своем пути. Именно в таком обличии мы видим человеческий страх, жестокость, гнев и ненависть. Противостояние с каждым из них делит путь главных героев, брата и сестры, на главы. Первым предстает Нюхач, перекрученный, истощенный и изуродованный человек, чьи противоестественные движения и внешность навевают неподдельный ужас. Нюхач помешан на одной идее, одержим одним делом. Он собирает разбухшие, изуродованные, наполненные водой трупы и высушивает их, стирает, разглаживает, избавляется от всего, что считает лишним. В результате остается только кожа, без органов, без костей, без души и личности, без собственной воли. Кожа безоговорочно исполняет волю Нюхача, будто змея, что танцует своему заклинателю. Этот человек подбирает разбитых горем, утонувших в море слез. Он делает из них то, что считает полезным, отбирая последние капли того, что делало их людьми. Но самое интересное здесь то, как Нюхач реагирует на детей. Его поведение мгновенно меняется. Он старается казаться безопасным, доброжелательным, чтобы заманить свою добычу в ловушку. И лишь с одной целью. Для Нюхача дети – это сосуд невинности, того, чего в самом Нюхаче совсем не осталось. Для него они настоящие деликатесы. Следующий противник уже не человек. Это колоссальных размеров пеликан, птица, что уносит одного из друзей брата и сестры в свое логово на вершине маяка. В геральдике пеликан символизирует заботу и защиту своего потомства. В игре эта птица хватает и уносит ребенка. Она запирает его в клетке, в глубине гнезда, оставаясь рядом, сторожа свое новое сокровище. Пеликан – это образ приемной семьи для детей войны. Дом, найденный за океаном. Это родитель, что бросил все свои силы на опеку и защиту, что запер своего ребенка, будто канарейку, в золотой клетке на вершине башни. На этой же локации нам повстречается мимолетный, но при этом очень колоритный образ свиньи. Если подойти ближе, прислушаться и присмотреться, то можно увидеть, как она пожирает собственных поросят. Свинья – это немыслимая жадность, это безумный голод, до готовности пожрать собственное дитя. И свинья говорит с главными героями. Она единственная, кто к ним обращается. Мать встречается нам сразу после фермы, в жутком, полуразрушенном детском доме. Эта глава повествует о судьбе детей войны, которым не повезло найти свои семьи после эвакуации, которые так и остались в сельском приюте, будто в тюрьме, оставленные на произвол судьбы. Мать-паучиха здесь выступает не защитником и не покровителем, а жестоким божеством, которому дети приносят подношения, в надежде избежать гнева. Мать использует их, она строит культ, центром которого сама и является. В отличие от главных героев, эти дети состоят из пыли, из праха, будто оставшегося после пожара, который выжег в них всю радость, все мечты и стремления. Они боятся света, боятся выходить из темноты. Они боятся, что станет еще хуже, чем есть сейчас. Конь, что является собой жуткое чудище, становится стражем, охраняющим врата в город на пути брата и сестры. Важная деталь в его образе – это отсутствие всадника. Это значит, что хаос стал безликим, неуправляемым. Больше нет воли, которая направляет это разрушение. Оно происходит само по себе, как цепная реакция после того, как был открыт ящик Пандоры. За вратами оказывается еще один страж, медленно разлагающийся,
умирающий кит. Символ жертвенности и бремени. Он ранен, он ослеплен, но он продолжает стеречь проход в преисподнюю. Его слепота – это потеря ориентиров. Мир настолько сошел с ума, что даже те, кто должен видеть истину, ослеплены болью. Брат и сестра оказывают киту услугу, возвращая ему зрение. Но какой ценой? Они отнимают глаз у еще живого коня, присоединяясь к этому циклу насилия. Наконец, дети попадают на фронтовую линию, в сердце сражений, где грохочут взрывы и гниют горы умирающих солдат. Те, кто выжил в этом аду, нисколько этому не рады. Совсем наоборот. Они стараются окончить свою жизнь как можно скорее, лишь бы больше не видеть этого кошмара. Заметив брата и сестру, они стараются забрать их с собой на тот свет. В глазах искалеченных физически и ментально солдат, раздавленных бесконечным циклом саморазрушения и насилия, окончить жизнь ребенка прямо сейчас лучше, чем допустить его превращение в монстра. Агнец, что вырывается из девочки в конце игры, это и есть та самая вопиющая кровь. Это невинность, которая была убита, и теперь вернулась из мертвых, чтобы поглотить своего убийцу. Если Каин своим поступком разделил человечество на убийц и жертв, то Агнец в Реанимал снова соединяет их в одну бесформенную массу плоти, гнева и жестокости, где больше нет ни братьев, ни сестер, ни предательства, только голод, требующий еще больше смертей, еще больше разрушений. Последняя сцена раскрывает нам карты. Она показывает, как дети совершили жертвоприношение. Они отдали жизнь невинной девочке. Брат убил ее собственными руками, бросив в колодец ради великой цели, чтобы остановить порочный круг страданий и жестокости, называемый войной. Но насилие порождает лишь еще больше насилия. Чтобы остановить кошмар, который притворяла жизнь немецкая армия, союзники пожертвовали своей человечностью, своей невинностью. Они встали на тропу войны, забыв о чести, милосердии, искуплении. Во время войны солдаты по обе стороны баррикад сражались с неистовой жестокостью и ненавистью друг к другу. В конце истории Агнец проглатывает каждого. Гнев и ненависть захватывают умы людей. Что самое жуткое, в секретной концовке, если собрать все детские гробы, оставленные на этом мрачном пути, можно увидеть на дне колодца не только девочку, оставленную и забытую, но и других детей, знакомых под другими масками. Мы видим тех, кто стал свиньей, лошадью, пеликаном и другими чудищами. Каждый из них в самом начале был просто ребенком, невинным ребенком, брошенным, покинутым, оставленным на произвол судьбы в этом холодном и жестоком мире. В этих двух словах заключается лейтмотив произведения. Это главная идея, получившая свое воплощение в атмосфере войны и визуальной метафоре чудовищных монстров. О столкновении этих двух принципиально разных сущностей и стараются рассказать нам авторы. Инь и янь, ид и суперэго, ангел и дьявол. У каждого из нас в душе есть невинный ребенок, в котором теплятся искры совести, чести, милосердия. Но также есть и кровожадное животное, ведомое инстинктами, которое стремится лишь разрушать, пожирать и расти.
Судьба человека зависит от того, кого из двух сущностей он кормит, кого выпускает на свободу, выбирает ли он бороться с тьмой или позволяет ей проглотить свою душу. Пока я проходил игру с подругой, то старался ухватиться за что-то, понять, какое время хотят показать авторы. Но каждая зацепка противоречила предыдущей. Британия 40-х, компьютеры 80-х, машины из 60-х, военная форма солдат Первой мировой войны. Но в конце концов, меня осенило. Как я говорил ранее, мир Reanimal – это не отражение, это лоскутное одеяло, сшитое из реальных кошмаров. Кошмаров, что преследовали нас на протяжении истории, преследуют сейчас и будут преследовать в будущем. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. Искренне надеюсь, что вам было интересно так же, как и мне. Не стесняйтесь делиться своим мнением и теориями в комментариях. Спокойной ночи и удачи всем вам! We know, every one of us, that in the end all will be well, for God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all.